День 1620. Алекс на связи. В квартире, особенно небольшой, конечно, сильно не разбежишься, если делать какой-то умный дом. Но если это частный дом большой, то в нем, конечно, гораздо больше возможностей появляется с точки зрения автоматизации и создания разных интересных сценариев для умного дома. Есть очень много идей, которые можно сделать в доме. Если сразу задуматься об умном доме еще на этапе стройки, то, конечно, будет гораздо проще. Можно будет привести провода в необходимые места для установки устройств. Но если уже ремонт сделан, дом сделан, то гораздо будет сложнее интегрировать разные устройства и построить полноценную систему управления умным домом. Но все равно, конечно, много что можно еще исправить на этом этапе. Например, если делать видеонаблюдение, потому что в таком доме все-таки это будет полезным, то можно просто купить обычные веб-камеры, установить их в нужных местах, и, конечно, этого будет уже достаточно для того, чтобы каким-то образом наблюдать за территорией и за самим умным домом. Но, в принципе, такие веб-камеры, они могут записывать на флешку встроенную. Если, допустим, оплачивать облачное решение, то оно может также сохраняться и на облачных серверах. Но если очень, в принципе, захотеть, то можно сделать так, чтобы эти камеры записывали на какой-то встроенный локальный видеорегистратор. Ну или там сделать отдельно, выделить мини-ПК под сервер для регистрации видео и записывать туда. Я так тоже делал, но на самом деле очень большой трафик идет, потому что эти камеры Wi-Fi, и они отправляют поток по Wi-Fi. Но, конечно, если это дом частный, там, скорее всего, Wi-Fi сеть не так загружена, соседи могут находиться далеко. И, в принципе, можно даже сделать какую-нибудь Wi-Fi межсистему, которая позволит более качественно обеспечить интернетом. И тогда уже, в принципе, не такая будет нагрузка большая на сеть. Конечно, но все равно поток достаточно большой. На самих камерах можно выбирать, какой поток записывать. Обычно это два потока. Один полного размера, там, допустим, Full HD, а второй он, допустим, там SD качества. Но такой поток постоянно, он тоже на самом деле, конечно, не нужен. Например, там, записывать там, 20 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, оно не требуется. Обычно я, например, ограничиваю вообще там до 1 кадра в секунду, если такая возможность есть. Если такой возможности нет, то, в принципе, можно и записывать каким-то в самих настройках регистратора, просто указывать, чтобы записывался не все. Но и, в принципе, запись идет либо по движению, либо постоянно, то есть тоже можно этим управлять и за счет этого вполне неплохо экономить место. Но сам видеорегистратор, для того, чтобы просмотреть, все равно он должен быть где-то размещен, он должен иметь доступ к облаку, то фактически получается, что нет большой разницы между тем, чтобы смотреть сразу с камеры или смотреть с этого регистратора. Также на этом этапе уже можно, например, все-таки переделать освещение. В принципе, не так уж сложно, можно купить обычные выключатели, заменить на умные выключатели. Ну, если там по дизайну они, в принципе, не сильно выбиваются. Например, что нет сдвоенных выключателей, которые стоят рядышком в двух коробках. Но тогда это не будет проблемой. Можно будет установить обычный умный выключатель вместо обычного выключателя. Если обогрев умный не был сразу предусмотрен, то есть тоже несколько вариантов. Это можно заменить и установить термоголовки на радиаторах отопления, либо дополнительно использовать управление теплым полом, либо дополнительно установить какие-то обогреватели электрические, и ими тоже можно управлять через систему умного дома, что в принципе будет повышать комфорт, если вдруг по какой-то причине текущего состояния, например, там котел не обеспечивает необходимый комфорт по температуре в доме.
В части охлаждения обычно, конечно, устанавливается какой-нибудь кондиционер, но он может тоже оказаться неумным, а покупать отдельный модуль для кондиционера это, в принципе, довольно дорого. И, ну, конечно, по сравнению с обычным домом это может быть и оказаться не слишком дорого, но все равно это, если несколько кондиционеров стоит в разных комнатах, то это уже надо будет для каждого, соответственно, покупать этот модуль, что не очень удобно. Для управления таким кондиционером можно сделать, либо купить отдельный модуль, который позволяет управлять этим кондиционером. Это розетка с возможностью еще измерять, что потребление идет этим кондиционером, ну и также может отправлять команды на этот кондиционер по инфракрасному каналу. По сути, это эмулируется пульт от этого кондиционера. Ну и тогда, если, допустим, не такое устройство покупать, а есть вариант купить пульт инфракрасный, например, Яндекс или Туя, и тоже они умеют отправлять сигналы на кондиционер, связанные с управлением. Также, если используется какая-нибудь система вентиляции или бризер, то тоже можно сделать настройку, чтобы либо через умную розетку включать или выключать, либо использовать какой-нибудь вариант управления через реле. Но в продаже реле с сухим контактом, то есть который просто размыкает линию и можно управлять разной нагрузкой, то есть не обязательно, что это 220 вольт будет подаваться на выход, а это может быть еще, например, там низковольтное управление, то есть там сигнал будет разрываться, там, не знаю, 12-вольтовый или 5-вольтовый. То это тоже можно будет предусмотреть. Но таких реле не очень много, но они в принципе есть. То есть их можно найти и тоже их установить, даже если сразу само устройство не поддерживало такой вариант управления. Для того, чтобы больше был комфорт в доме, конечно, можно предусмотреть еще управление шторами, потому что в доме обычно очень много окон, и в разных комнатах окна. И, конечно, можно либо сделать управление шторами, либо управление жалюзями. То есть разные способы тоже можно сделать уже после того, как ремонт сделан. Но лучше, конечно, предусматривать питание, потому что все эти устройства в основном питаются от розетки. Они на батарейках вряд ли проработают долго. Ну, такие тоже есть решения, но это не очень надежно и придется постоянно следить за зарядом батареи. Но, в принципе, заменить карниз для штор не так уж и сложно. Они стоят, конечно, не дешево, но, в принципе, и даже если на этапе строительства не была предусмотрена такая система управления шторами, то это, в принципе, можно сделать и после. Ну и, конечно, в таком большом доме обычно есть что мониторить, то есть можно, в принципе, измерять температуру в разных комнатах и на основании этого управлять и вентиляцией, и обогревом, и кондиционированием. То есть, в принципе, достаточно много можно разных сценариев разработать будет. Ну, вот саму температуру, в принципе, измерять несложно. То есть, это можно любые купить не очень дорогие датчики, которые измеряют температуру и влажность. Эти датчики работают с батареек. Тоже есть датчики, у которых еще и экран есть, и есть, которые еще освещенность могут измерять. Это тоже можно использовать будет в сценариях. И если есть экран, в принципе, можно и визуально тоже будет видеть, какая температура или влажность в этой комнате. Ну и такие датчики, конечно, их можно разместить в любой комнате, в коридорах. То есть, в принципе, можно будет понимать полноценно, где какая температура установлена или какая температура сейчас получилась. Ну и также можно еще разные датчики открытия и закрытия дверей и окон установить. Они, в принципе, все работают по протоколу Zigbee в основном. И, конечно, нужно будет купить шлюз, но это не очень дорого, но зато дает очень много возможностей, связанных с мониторингом, что происходит вообще в доме. Но также есть еще и датчики движения.
Инфракрасные, они тоже работают по батарейке, их можно установить уже после того, как ремонт сделан и не требует никакой проводки.